how long it is, just know you sang it. Я первый раз привезла мастер-класс сюда, это был итальянский коуч, его зовут Карло Пари. Вот, но это был совсем небольшой мастер-класс, там было очень мало людей, и когда я увидела интерес в глазах местных певцов, вот, когда я увидела такую, знаете, жажду знаний, я решила развивать эту деятельность, потому что я поняла, что на это есть интерес, есть спрос. Вот. И, соответственно, второй мастер-класс, который я привезла сюда, это был мастер-класс Ричарда Барретта, нашего артистического директора, и его коллеги Анны Скибински. Это было в апреле 2013 года, и эти мастер-классы имели совершенно потрясающий успех. И сейчас мы создали вот эту программу, где преподают самые, наверное, лучшие педагоги США по вокалу, одни из самых лучших оперных коучей в мире из ведущих мировых оперных театров. Ричард Барретт, он был очень успешным оперным певцом, пел в ведущих мировых оперных театрах, выступал вот на сцене с Доминго, с Джон Сазерленд, с другими легендарными оперными певцами. Вот. Но в последние несколько десятилетий он занимается оперным дирижированием. В данном случае, в данный момент он является главным дирижером, музыкальным директором оперного театра в Рино, это штат Невада. Но также он является деканом вокального факультета в Бруклинской консерватории в Нью-Йорке. По движениям некоторых дирижеров невозможно определить, какой темп они задают. Певцы должны уделять большое внимание деталям, длительность нот, языкам и словам. У всех русских певцов прекрасные голоса, но их самая большая проблема – это языки. Они мало уделяют времени произношению, и, соответственно, итальянская дикция у них плохая, французская еще хуже, немецкая более или менее, а все, что они поют на русском, это прекрасно. Фонетика русского языка, фонетика немецкого языка и там, итальянского, французского, на которых мы поем. Любой язык. Итальянский с русским очень похожа фонетика, но в произнесении гласных больше, чем согласных. Согласные звуки все в разных языках по-разному строятся фонетически. Да, и это очень важно. Поэтому я мы просим наших педагогов, кто преподает иностранные языки, чтобы студенты приходили и им пели, не напевали, а пели. И ставим сейчас задачу, чтобы самое первое, что делал педагог иностранного языка, начинал преподавание с фонетики, вставил фонетические звуки. Мы в западной школе уделяем много времени языкам, потому что так же, как и в России, у нас мало репертуара на родном языке. А итальянский, французский, немецкий языки для нас тоже иностранные, и поэтому приходится уделять больше внимания языкам, хотя сам процесс извлечения звука, он в принципе одинаковый. Во всем мире существует два вида пения – хорошее и плохое, независимо от того, в какой стране мира ты находишься. Должен признать, одного только голоса недостаточно для того, чтобы попасть в Метрополитен-опера. Певец должен уметь располагать к себе внимание публики, заставить публику радоваться и переживать. Одним словом,
жить настроением героя. Can I help you? Могу ли я вам помочь? It's a secret. No, it's a secret. Это не It секрет. is so simple. Это так просто. Вы не можете говорить или петь на открытых Or гласных. sing two open vowels without. Я не двигаю вот тут. Если вы идете на гласный вниз, вы делаете... You can go E. But for Для А вы должны делать... Вы должны отпускать звук, и вы поймете, как это просто. You discover how simple it is. Уильям Вудров. На данный момент он является одним из самых востребованных педагогов по вокалу в США. Я сама с ним лично познакомилась этим летом. Он летом в Пуэрто-Рико проводит такую же программу среди молодых певцов. Вот, и я увидела, как он работает, я посмотрела, какую команду профессионалов он держит вокруг себя, как к ним все относятся с огромным уважением, все студенты к нему стремятся попасть на уроки. Это в вашей голове, и это не ваш голос. Тут нет жизни, нет эмоций. Я хочу, чтобы вы все перестали так делать. Я здесь всего третий день и сказал это уже 500 раз, и вынужден говорить это каждому. Я этого не понимаю. Объясните мне, почему вы все делаете так. What is that? It's because of our character mentality. Well, what does that have to do with that? Это не эмоции, вы притворяетесь, имитируете. Я гарантирую, это фальшь. Если вы сходите с ума, сходите с ума. Если плачете, плачьте. Если смеетесь, смейтесь. А это фальшь. Это ничто. И это ничто зажимает красоту вашего голоса. Красота вашего инструмента вот здесь. Это часть вашего инструмента. Все идет через это место, и тут вы играете. Нам не важно, какой частью тела вы это делаете. Вы должны петь мягко, когда вы разучиваете новый кусок произведения или поете упражнение. Вы не можете петь так. Вы должны петь. Играйте на своем инструменте. Впервые я вышел на сцену в 4 года. Сейчас я проживаю третью жизнь. Первую жизнь я прожил, будучи ребенком. Вторая жизнь — это опера, а третья — преподавание. Я преподаю музыкальный, физиологический и психологический подход к пению. Они равны и одинаково важны. Физиология — работа вашего тела. Психология — то, о чем вы думаете во время пения. Музыка — это знание материала и произношение гласных. В английском и русском языках есть много общих сложностей. Например, мы так не можем петь, и вынуждены учиться говорить окончанием мягче, как в итальянском. Также важно понимать, что дыхание — это тоже часть музыки. Кто-то дышит ртом, кто-то носом. В любом случае, дыхание не может быть таким резким. Нужно дышать так. Вот эта часть тела готова получить воздух. Вы должны дышать быстро с помощью рта. На этой сессии у меня было 2 человека, которые боятся даже попробовать. Остальные пробуют и не боятся. И это хорошо. Голоса прекрасные, выдающиеся. Нужно искать свободу. Многие практикуются и приходят ко мне снова, и у них все получается.
know. Ваш голос очень-очень молодой и очень-очень большой. Не надо давить. Когда у вас большой голос, вы применяете огромную силу дыхания. Having a big voice and singing is still Огромное чувство жизни вот тут, но вы поете легко. Я слышал здесь много больших голосов. Не надо выдавать громкость, нужно петь медленно, чтобы освоить инструментальную технику. Первая общая ошибка у русских певцов – это произношение. Русская «Л» тверже итальянской по звучанию. То же самое и с остальными буквами. Нужно учитывать специфику произношения. Мы здесь не для того, чтобы полностью менять студентов, а для того, чтобы добавить новые знания, дать советы, которые помогут студентам в их работе. Русская школа делает голоса темными. Мы же хотим, чтобы звук был более светлым, ясным. Научившись правильно дышать, певец не задумывается о том, как нужно дышать, исполняя произведение. Он также дышит, как и в жизни. На сцене он может делать все, что угодно, и прыгать, и бегать, и дыхание его всегда будет ровным. Lamero, Lamero, Saro, Saro, Costante. Costante. I don't understand Lamero. Okay, la. If you open the R down, instead of trying to keep it, sorry. Lamero. You see? Okay, I'm gonna Окей, сейчас я вас кое-чему научу. Для установки вы должны петь гласные очень четко. Противоречия нет. Я могу делать так, а могу делать то же самое с четкими гласными. Yes, okay. Now do. Антонио Барасорда, пуэрториканский тенор, один из самых знаменитых людей в Пуэрто-Рико. Мы сейчас, когда делали им российскую визу, в русском концерте все были просто счастливы, когда узнали, что к ним на следующий день должен прийти сам Антонио Барасорда подавать документы. Вот. Он в течение 20 с лишним лет был солистом Метрополитен опера. Он прекрасный педагог, сейчас преподает в Пуэрториканской консерватории. У него свой класс студентов. И даже не знаю, что сказать. Он, в принципе, до сих пор выступает. Первый раз я вышел на сцену, когда учился в школе. У меня была теноровая партия в испанской оперетте, основанной на русской истории. Я помню, мне понравилось. Но я собирался стать архитектором. И в 17 лет поехал в Италию, чтобы изучать архитектуру. Но так сложилось, что я стал певцом. В Метрополитен Операя с 93-го года уже в первый год я получил замечательные роли. Мне звонили из Европы и предлагали выступать в разных театрах. Но работая в Нью-Йорке, я вынужден был отказываться от всех предложений. И об этом я не жалею, поскольку пел на одной сцене с великими певцами, чему очень рад. В любом театре есть как хорошие, так и плохие люди.
где хорошие тянутся к хорошим, а плохие к плохим. And the bad people tend to gravitate together also. They're always talking badly of the others, you know. К каждому человеку нужен свой подход. Пласидо Доминго – хороший друг, но он закрытый. Хосе Каррерас мне как брат. А с Паваротти мы так и не нашли общий язык. Наверное, мы разные люди, и в этом нет ничего плохого. Всю свою жизнь я старался держаться подальше от театральных интриг и не лезть в закулисные распри. Я просто занимаюсь любимым делом. Александр Уитерсон, мы с ним познакомились только пару дней назад, когда он сюда приехал. У них с Ричардом есть очень общий друг, тоже из оперного мира, который порекомендовал Ричарду привезти сюда этого человека. Насколько я знаю, он является главным коучем Hamburg Staatsopera, и он является руководителем молодежной программы. Es sind die mehreren Dinge auf der Welt. Es sind die mehreren Dinge auf der Welt. Я провел здесь несколько очень интересных дней. Мы прослушали большое количество певцов с очень интересными голосами. Мы работаем индивидуально с каждым певцом, независимо от того, откуда он. Из оперной школы Лондона, Гамбурга или Москвы. Разницы нет. Подход в любом случае индивидуален к каждому. Самое интересное – это репертуар, который изучают певцы. Это не только волшебная флейта или богема. Репертуар большой, разнообразный. Римский-Корсаков, Рахманинов, Пайзелло. Иногда я слышу стремление создать очень густой звук, что не позволяет легко идти наверх. Я даже слышу, как светлые сопрано темнят голос, утяжеляют его в нижнем регистре, так что им трудно идти наверх. Я бы сказал, что это общая ошибка. Первая вещь, на которую вы должны обратить внимание – слова. Музыка написана не отдельно от слов, и вы не можете петь, а потом прибавлять слова. Пойте слова четко и ясно. Начинайте с чистого листа. Я думаю, что языки в пении имеют много общего. В основном звуки, которые мы поем, это гласные. Дело в легато и в предчувствии согласных. Это верно для всех языков, в особенности для русского и английского. Всегда нужно начинать со слов и ритмических фигур. И общий совет – делайте это перед тем, как начать петь вашу арию. Создание новых опер очень важно, и классическая музыка на их фоне не поблекнет. Я думаю, это не опасно ситуация. Существуют разные современные стили 20 века, и мы должны искать новые стили. Они все пребывают в хорошем смысле этого слова, в шоке. Они практически все, кроме Ричарда, первый раз в России. Вот, они просто в большом восторге, потому что они никогда не видели такое большое количество таких богатых, красивых, больших голосов, как в России. У меня очень много друзей певцов,
И я видела, что у них у всех есть вот один такой вопрос, можно сказать, проблема, как вообще, как выйти на международную оперную сцену, как найти, не знаю, контакты, что ли, с международными оперными певцами и педагогами. Вот. И, собственно, когда я увидела большое желание и большую, вы знаете, большую радость в их глазах, когда я привезла там того же итальянского коуча, а потом Ричарда и его коллегу, я поняла, что это просто то, что им нужно. Такие мастер-классы, встречи студентов с другими педагогами, с другими мастерами. Это сейчас приехали уже люди, которые пели в театре и много лет и могут поделиться своим опытом. Это очень хорошо. Для педагогов это очень интересно тем, что когда общаешься, то есть смотришь, присутствуешь на мастер-классе, то в своих собственных методах убеждаешься, что не только ты этими методами пользуешься, но и другие педагоги, которые приезжают и дают мастер-класс. Певец очень многому учится на именно ощущениях. Когда рассказываешь, какие должны быть ощущения, допустим, чтобы спеть пиано, что ты должен делать, это надо, чтобы человек воспринял это. А человек без головы воспринять это не может. Потому что либо он 100% от Бога ему дан дар голоса, а большинство как раз больше любят пение, чем в нем разбираются. И поэтому здесь нужно, конечно, очень, чтобы был человек восприимчив и умел подражать. И голова, конечно, чтобы думать, обдумывать то, о чем говорит педагог. More than most of them do. Помимо репетиции вы должны заниматься самостоятельно около 3 часов в день, работать над техникой музыки, изучая ее без пения. В Нью-Йорке существует множество компаний и мест, где можно выступать, новые площадки, для исполнения которых не было ранее. Многие компании закрываются, появляются новые. Но главная вещь, если вы хотите петь и знаете, что у вас есть голос, и вы делаете все, что можете, вы должны быть уверены в себе. Вы получите работу, если будете стараться. Порой вам нужен учитель, как я, друг или тренер. Не стоит относиться к людям в бизнесе, как к друзьям. Я никогда не стану звонить другу, занимающему в оперном мире важное место, и просить его послушать кого-то, к кому просто хорошо отношусь. Я позвоню, когда этот певец будет готов как артист. Если его послушают и не согласятся, что случается нечасто, значит, нужно лишь немного подождать, а затем спеть снова. Но люди сразу хотят быть звездами, и это наиглупейшая ошибка. Нужно проработать 15 лет в бизнесе, чтобы о вас узнали в Нью-Йорке. Вы можете петь в Далласе или где угодно на периферии. Очень много людей изучают вокал, и большинство из них сходят с дистанции. Если мы находим кого-то интересного, мы его продвигаем. Мы должны знать, что вы будете по-настоящему работать. Найдите педагога, которому будете доверять, который вам действительно поможет. Если ваш педагог не помогает вам, вы многому не научитесь. Если вы не хотите, чтобы я был вашим доктором, я не буду вас лечить. Часто педагоги становятся почти родителями своим студентам. Я этого не делаю, не считаю нужным. Но мы должны помогать с самого начала. Проблема вокалистов в том, что в отличие от пианистов, гимнастов или танцоров, они не учатся с детства. Часто певцы вынуждены ждать мутации голоса и только потом начинают заниматься. Перед пением мы, как танцоры или гимнасты, готовимся, делая вдох. Не резкий, а плавный вдох. Это часть учебы. Вы должны тренироваться сами.
Важно уметь вдохнуть в нужный момент. И вы должны учиться этому в музыке. И на это уходит время. Вы должны быть предельно точны. Особенно, когда вы поете с оркестром. Тогда вы получаете удовольствие от процесса. Если вы не знаете свою музыку, это просто кошмар. У певцов есть две боязни. Первое — они не знают, что делать на сцене. И второе — они не могут попасть в театр, потому что не уверены в себе. Мой совет такой. Нужно учиться, понимать, что изучаешь, практиковаться и слушать учителя. Научиться нужно с истоков. Никто не захочет этого делать, будучи уже взрослым. Мой совет — найти верного наставника и расставить все по своим местам, организовать свой учебный процесс. Начинающим оперным исполнителям терпение, в первую очередь, здоровье немаловажно, потому что от здоровья все зависит. И побольше слушать. Я желаю вам удачи.